Друзья, перед вами история, рассказанная в моем стиле, с нотками драматизма, черного юмора и художественного взгляда на события прошлого. Все даты, имена и ключевые события на месте. С этим у меня полный порядок. А если вдруг меня сейчас смотрят великие инквизиторы или почетные монахи из XVI века, хочу напомнить, у нас на дворе уже не 16 и даже не 17, а целый 21 век. У нас демократическое общество. И каждый волен рассказывать историю так, как считает нужным. Мне нравится делать это именно так, с яркими картинками, оживающими на экране благодаря современным технологиям. Все комментарии приветствуются, кроме оскорбительных. Инквизиция, конечно, больше не работает, но, как говорится, методы мы еще помним. Ну что, готовы отправиться в прошлое? Тогда приятного просмотра. 21 мая 1527 года в семье императора Священной Римской империи Карла V родился сын и наследник Филипп. Родители новорожденного, как и положено Габсбургам, были не просто родственниками, а очень близкими родственниками. До такой степени, что их генеалогическое древо скорее напоминало клубок. А еще, как и положено Габсбургам, мать Изабелла Португальская год за годом исправно производила на свет потомство. 5, 6, 7 детей. Изабелла рожала с точностью швейцарских часов. Но, увы, последний раз они пробили слишком громко. 1 мая 1539 года она родила своего 7-го ребенка. Но ни младенец, ни сама мать это не пережили. Печальная, но весьма распространенная история в династии, где дети появлялись на свет с завидной регулярностью, а матери исчезали из него с пугающей скоростью. Филиппу было 12 лет, когда он потерял мать. А к 16 годам он уже был женат, разумеется, на кузине. И не просто кузине, а дважды кузине. Потому что его жена, Мария Португальская, приходилась ему родственницей и по отцу, и по матери. Судьба габсбургских женщин напоминала предсказуемый сценарий. Свадьба, беременность, еще одна беременность, смерть. Мария не стала исключением. Юная жена, которой едва исполнилось 16, сразу приступила к выполнению главной супружеской обязанности. В 17 лет она родила первенца Карлоса. Мальчик был слабым, некрасивым, но зато в прямом смысле слова чистокровным Габсбургом. Однако материнское счастье Марии оказалось скоротечным. Всего через 4 дня после родов она умерла от кровотечения. Филипп же вновь стал завидным женихом. Ведь если история Габсбургов чему-то и учила, так это тому, что брак – это не про любовь, а про династический долг. И этот долг еще не был выполнен. – 18 февраля 1516 года королева Англии Екатерина Арагонская в очередной раз родила. Это были ее 4-е роды, и на этот раз все прошло удачно. Предыдущие дети так и не сделали первого вздоха, а единственный сын, долгожданный наследник, оказался таким слабым, что прожил всего несколько дней, словно извиняясь за свою неудачу. И вот, наконец, здоровый, крепкий ребенок. Это ли не счастье? Это счастье. Однако счастье – понятие относительное. Особенно, когда твой муж Генрих VIII, король Англии, мечтающий о наследнике мужского пола, а родилась девочка. Здоровая, крепкая, но девочка.
Ее назвали Марией. Ироничное имя для будущей королевы, чья жизнь станет сплошным крестным ходом к трагедии. Когда Марии исполнилось 2 года, ей нашли жениха. Вряд ли малышка поняла, что означает этот выбор. Да и будущий супруг, новорожденный дофин Франциск, тоже не потерял голову от любви к своей 2-летней невесте. Ему еще не было и года. Он лежал в своей колыбели, сосал палец и даже не догадывался, что за него уже все решили. Что через 14 лет он должен жениться на Марии, дочери английского короля. Потому что так написано в брачном договоре, потому что так велит политика. Впрочем, в его возрасте главной заботой было не обмочить пеленки. Хотя в XVI веке дети рождались не ради любви, а ради альянсов. А любовь, для любви были фаворитки. В те дни Мария была не просто принцессой, она была единственным ребенком Генриха VIII и, соответственно, его наследницей. Хотя сам король не верил в возможность такого наследования. Женщина на английском троне – смешно, чудовищно, противоестественно. Скорее уж он отрастит 2-ю голову, чем допустит подобное кощунство. Тем более королева снова была беременна. «Это сын», – говорил Генрих, – «сын, который освободит Англию от позора женского правления». И двор, затаив дыхание, ждал мальчика, предчувствуя, как ангелы на небесах уже вышивают золотыми буквами имя нового наследника. А в ноябре 1518 года сын действительно родился. Мертвый. Генрих, чье терпение трещало по швам, смотрел на это, как на дурной спектакль. А Мария по-прежнему оставалась наследницей. Хотя тучи над ее головой начали сгущаться, вопросов становилось все больше, а шепот за спиной ее матери звучал все громче. Почему все сыновья Екатерины умирают? Может, дело не в королеве, а в самом браке? Ведь до того, как выйти за Генриха, Екатерина была женой его старшего брата Артура. Значит, она его родственница. Значит, их союз противен Богу. Значит, их дети прокляты. Генрих долго не желал слышать эти доводы, но в 1519 году судьба подбросила ему аргумент, против которого он не смог устоять. Его любовница Элизабет Блаунд родила ему сына, живого, здорового мальчика. «Проблема не во мне», – восклицал король. «Я могу иметь сыновей, но не с этой женщиной». И его перст, украшенный кольцом с печатью, неизменно указывал на несчастную королеву, которая, несмотря на все свои достоинства, больше не могла дать ему того, чего он так жаждал – наследника. Любовь к Екатерине исчезла. Осталась только проблема, от которой Генрих был полон решимости избавиться. Так началась сага Марии Тюдор, девочки, которой суждено войти в историю под прозвищем «Кровавая». Ах, если бы маленькая Мария могла заглянуть в будущее, она бы сильно удивилась. Но еще большее потрясение ждало бы ее отца, Генриха VIII, чья вера в невозможность женского правления была крепче, чем стена Тауэра. Но несмотря на его твердую уверенность, реальность, как обычно, оказалась куда изощреннее. Генрих VIII, конечно, был королем, но вот законного наследника мужского пола у него по-прежнему не было, а это, как полагали в ту эпоху, грозило катастрофой. Ведь без твердой руки мужчины королевство, несомненно, утонет в хаосе. Женщины начнут думать и даже править. Ужас, достойный отдельной главы в Апокалипсисе. Тем временем помолвка маленькой Марии с дофином Франциском, ребенком, который на момент подписания договора не умел ни ходить, ни говорить, была расторгнута.
Но волноваться ей было некогда, у нее появился новый, куда более интересный жених – император Священной Римской империи Карл V. Марии было 6, жениху – 22. Карл был племянником ее матери, Екатерины Арагонской, и этот брак сулил выгоды обеим сторонам. Англия получала союз с самой могущественной державой Европы, а Карл – юную невесту с отличной родословной. Все было бы просто идеально, если бы не одно «но». 6-летняя Мария влюбилась. В отличие от ее первого жениха, который был завернут в пеленки и никак не впечатлял детское воображение, Карл был взрослым, статным, роскошно одетым и, что самое главное, настоящим императором. Сердце маленькой принцессы трепетало, и она даже начала отправлять своему будущему мужу маленькие милые подарки. То вышитый платочек, то записочку с каллиграфическими завитушками. Ах, это первая любовь, пусть и с привкусом династической сделки. Увы, Карл, будучи политиком, а не героем рыцарского романа, не слишком оценил сентиментальность своей невесты и продолжил заниматься более насущными делами. Прошло 3 года, и всем стало очевидно, что Екатерина Арагонская больше не родит сына. Генрих VIII был в ярости. Ну что поделать, если король должен назначить принца Уэльского? Конечно, он с радостью дал бы этот титул своему незаконнорожденному сыну Генриху Фицрою. Ведь это был настоящий мальчик, а не какая-то там девчонка. Но законы есть законы. Фицрой был бастардом, а Мария – законной дочерью. Так что именно она стала принцессой Уэльской. Мария отправилась в свои новые владения, чтобы творить правосудие, исполнять церемониальные обязанности и, вероятно, размышлять о том, почему, если она такая законная наследница, ее отец так отчаянно ищет способы заменить ее на сына. В Ладлоу юная владычица училась править. Она щедро раздавала милостыню и улыбки, с грацией, достойной ее матери. Казалось бы, звезда Марии восходит. Но не тут-то было. Судьба снова преподнесла ей удар. В 1525 году Генрих VIII охладел к Карлу V. Точнее, Карл не оправдал его надежд и не помог в войне против Франции. И английский король разорвал помолвку Марии. С самой Марией, разумеется, никто не советовался. Ее же романтические грезы о нарядном женихе рухнули, как карточный домик под порывом ветра. Между тем, взгляды Генриха устремились к берегам Луары. Нового суженого искали среди французских принцев. Но это было лишь начало трагедии Марии. Ведь именно в эти годы над головой юной принцессы начали сгущаться по-настоящему черные тучи. Имя этим тучам – Анна Болейн. Генрих VIII потерял голову от любви к этой женщине. Сейчас эта фраза звучит особенно иронично, ведь мы-то знаем, кто в итоге голову потеряет. Но пока на дворе 1527 год. Король влюблен. И не просто влюблен. Он одержим. Анна не похожа на прежних фавориток. Она не мечтала стать королевской любовницей. Она мечтала стать королевой. И Генрих решил исполнить ее желание. Но для этого надо было избавиться от одной маленькой проблемы – королевы. И дочери, рожденной в этом браке. Генрих VIII – человек, для которого было немыслимо ошибаться. Он нашел объяснение всем своим несчастьям. Его брак с Екатериной Арагонской незаконен. Ведь прежде чем выйти за него, она была женой его брата Артура. А значит, это все проклятие. Брак недействителен, Мария бастард, и у Генриха будут законные сыновья. Анна Болейн ему это обещала. А Генрих никогда не был человеком, который отступает от своих целей. Особенно, когда эти цели носят красивое платье.
очаровывают его разговорами и обещают мальчиков. Так началась битва за английский престол, в которой Мария предстояло стать одной из ключевых участниц. Ее отец, ослепленный любовью и гордыней, переписывал правила игры. Карл V оставался в прошлом, а Анна Болейн уже плела свою паутину. Но, как говорится, это лишь увертюра к трагедиям, которые ждали впереди. Следующие несколько лет Мария провела в настоящем аду, который ее отец устроил с особым королевским размахом. Он требовал развода и настаивал, что их брак с Екатериной незаконный с самого начала. Екатерина, истинная католичка, даже не допускала мысли о разводе. Она не просто считала себя законной женой, она была законной женой. И никакие королевские фантазии не могли изменить этот факт. Для нее это было не просто оскорбление, это было кощунство. Она любила Генриха, считала их союз священным, а его требования – безумием. Но король, как истинный тиран с романтическими наклонностями, просто запретил ей видеться с дочерью. Мария, ее маленькая принцесса, была отлучена от матери, словно грешница от церкви. На стороне Екатерины был ее племянник, император Карл V, бывший жених Марии. А еще на стороне брошенной королевы был и Папа Римский, который, конечно, не мог одобрить развод с теткой самого императора Священной Римской империи. И, конечно, на стороне Екатерины был добрый английский народ, который, впрочем, мало что мог сделать против своего короля, кроме как шептаться в тавернах и вздыхать о несправедливости. Но дальше случилось то, что повергло Марию, воспитанную в духе католицизма, в настоящий шок. Ее отец, решив, что раз папа не дает развода, то папа ему не нужен, и пошел на разрыв с Римом. Теперь власть папы более не имела силы на территории Англии, а все церковные дела отныне были в ведении короля. Генрих был провозглашен главой английской церкви, что, конечно, добавило ему уверенности в себе. Теперь для получения развода разрешение папы ему было не нужно. Он стал и королем, и папой в одном лице. В январе 1533 года Генрих тайно женился на своей любовнице Анне Болейн, которая к тому моменту была уже беременна. Анна клятвенно обещала подарить королю сына, того самого Мессию, рождение которого должно было оправдать весь этот фарс. Мальчика ожидали к сентябрю. А 9 апреля 1533 года к несчастной Екатерине явилась делегация, чтобы объявить волю короля. Она более не является супругой Генриха VIII, не имеет права называться королевой и должна удалиться от двора. Но на этом унижения не закончились. В 1534 году единственная дочь Екатерины, принцесса Мария, рожденная в греховном сожительстве Генриха с Екатериной, была объявлена незаконно рожденной. Наследницей престола стала принцесса Елизавета. Кто такая Елизавета? А это тот самый сын, которого Анна клятвенно обещала своему супругу. Просто, видимо, что-то пошло не так, и родилась дочь. Но Анна, конечно, уверяла, что в следующий раз будет сын. «Клянусь», — говорила она, и Генрих пока еще верил. А за всем этим наблюдала 18-летняя Мария, поставленная в унизительное положение служанки при ненавистной мачехе. Она, некогда гордая принцесса Уэльса, теперь была всего лишь незаконнорожденной дочерью, вынужденной склонять голову перед Анной Болейн. Но Мария не сломалась. Она наблюдала, ждала и копила в душе гнев. А потом было лето 1534 года. Анна Болейн, некогда блистательная фаворитка, а теперь королева Англии, снова беременна.
Звездочеты и лекари в один голос твердят: сын! Генрих VIII счастлив. Мария, его старшая дочь, счастлива не была. Она никем не любима, разлучена с матерью, лишенная титулов и будущего. Она больше не принцесса, не невеста, она просто бастард. Незаконнорожденная дочь, которую все стараются не замечать. Но судьба, как всегда, решила пошутить. В конце года у Анны случился выкидыш. История повторилась. Живая, здоровая дочь и потерянный сын. Король был взбешен. Двор затаил дыхание, ожидая, куда направится его гнев. Анна рыдала и клялась, что больше такого не повторится. В следующий раз точно будет сын, обещала она. Но в ее голосе уже звучала тревога, а над ее головой сгущались черные тучи. Прошел год, и к осени 1535 года Анна снова беременна. Двор замер в ожидании развязки, словно зрители перед финальным актом трагедии. Но 8 января 1536 года в замке Кимблтон умирает Екатерина Арагонская, бывшая королева, всеми забытая и разлученная с дочерью. Мария, как в тумане, наблюдала, как двор облачился в траур. Как будто все вдруг решили, что ее мать заслуживает жалости. В то же время Анна Болейн, несмотря на беременность и смерть Екатерины, счастливой не выглядела. Все больше и больше при дворе шептались о новом увлечении Генриха, некой Джейн Сеймур, тихой и скромной фрейлиной, которая, казалось, была полной противоположностью Анне. А потом, в день захоронения Екатерины, у Анны произошел выкидыш. Это был конец. Король, который когда-то потерял голову от любви к ней, теперь объявил ее колдуньей, обвинил в измене и потребовал развода. Анну заключили под стражу, а 19 мая 1536 года ей отрубят голову. Ее похоронят в безымянной могиле, словно стерев ее имя из истории. Генрих же, не теряя времени, начал готовиться к новой свадьбе. Джейн Сеймур, конечно, родит ему сына. Она обещала. А дочь Анны Болейн, Елизавета, повторила судьбу Марии. Девочку объявили незаконнорожденной, лишили титулов и отправили в тень. Две ненужные дочери, два изгоя. Ждали, что же будет дальше. Только вот Елизавета была еще совсем мала, а Мария – 20-летняя женщина, без определенного будущего, на глазах у которой уничтожили ее церковь, уничтожили ее мать, а теперь выбросили как котенка некогда любимую младшую сестру. Но жизнь, как известно, любит ироничные повороты. Король женился на Джейн Сеймур, и с этого момента жизнь Марии стала немного лучше. Новая королева, тихая и скромная, хорошо относилась к дочерям короля и пыталась вернуть к ним его расположение. А потом она сделала невозможное. Родила сына, Эдуарда. Да, он был слаб и хрупок, но это был сын. Мечта Генриха наконец сбылась. Правда, сама Джейн не пережила родов. Она умерла через 12 дней, 24 октября, оставив короля вдовцом с долгожданным сыном. Генрих получил то, о чем мечтал – сына. Но цена была слишком высока. 3 жены, 2 дочери и столько жизней, разрушенных ради одного мальчика. Мария же, взглянув на этот финал, горько усмехнулась. Ее страдания, казались, были лишь разминкой перед новой главой. А потом началась самая настоящая чехарда из мачех.
Генрих VIII, несмотря на то, что у него уже был сын, на одном наследнике решил не останавливаться. Он хотел еще и еще, но, увы, безрезультатно. Жены менялись, как картинки в калейдоскопе, каждая с собственной трагикомедией. Сначала была Анна Клевская, которую Генрих, увидев вживую, назвал фламандской кобылой. Брак с ней продлился недолго, и Анна, благоразумно согласившись на развод, спасла себе жизнь. Потом была юная Екатерина Говард, которая поплатилась головой за свою любовь к королю и, как оказалось, к другим мужчинам тоже. И, наконец, Екатерина Пар, которая, к счастью для себя, пережила Генриха, став его последней женой. Все это время жизнь Марии зависела от того, в каком расположении духа был король и в каких она отношениях с очередной мачехой. А годы шли. Марии уже 30. Ни мужа, ни детей, ни внятного будущего. Да, отец признал и ее, и Елизавету законными дочерьми, но выйти замуж у нее так и не получилось. А где-то далеко, в солнечной Испании, ее бывший жених, император Карл V, еще 20 лет назад женился на своей кузине, которая родила ему 6 детей и умерла, рожая 7-го. На ее месте могла быть и я, рассуждала Мария. Рожать, любить, а потом красиво угаснуть, оставив след в истории, и не прозябать тенью при дворе. А еще через год, так и не дождавшись еще одного сына, умер Генрих VIII. На трон зашел его 9-летний сын, слабый и болезненный Эдуард. Марии 31 год. Она сестра короля и вторая претендентка на престол. Эдуард слаб и молод, поэтому некоторые на Марию смотрят со страхом, а некоторые с надеждой. Но никто еще тогда до конца не мог поверить, что женщина и правда займет трон. Мария – преданная католичка. Протестанты шепчутся: нельзя позволить ей стать королевой, нельзя допустить возвращения католической церкви. Это недопустимо в протестантской Англии. Маленького короля начинают настраивать против сестры. Он молод, он слаб, он не принимает решений. За него это делает совет. И этот совет находит выход. И если Мария опасна, то ее просто нужно исключить из игры. Юный монарх недоволен старшей сестрой, но монархом быть ему осталось недолго. В начале 1553 года у Эдуарда обнаружили симптомы прогрессирующей стадии туберкулеза. Понимая, что это конец, умирающему ребенку регенты дали подписать закон о наследии, согласно которому королевой становилась не старшая сестра, а леди Джейн Грей, 16-летняя внучка сестры Генриха VIII. 6 июля 1553 года Эдуард испустил дух, и Джейн, хрупкая кукла в руках честолюбивцев, взошла на трон. Ее правление назовут 9-дневным, потому что настоящая наследница уже собирает армию, уже поднимает восстание, уже идет за тем, что принадлежит ей по праву крови. И когда спустя 9 дней она придет, юная Джейн отправится туда, где ее трон будет сделан из камня, и где единственной короной станет смертный приговор. А корону наденет Мария Тюдор, дочь Екатерины Арагонской, первая королева Англии. Генрих VIII разрушил половину церквей, Эдуард VI – казну. И вот на английский трон восходит Мария, наследница руин. Казна пуста, страна бедствует. Но у Марии есть план – восстановить католичество, возродить монастыри и заодно устроить самое яркое
фаер-шоу века. С февраля 1555 года в Англии запылают костры. И не какие-нибудь уютные каминные огоньки, а самое настоящее, очищающее души через дым. Протестантов жгли методично, без исключений, даже если несчастные в последний момент решали перекреститься по-католически. Закон суров. Но это ведь закон Божий, не правда ли? Но одно дело спасать души грешников, а совсем другое – решать проблему, которая веками преследовала английских монархов – отсутствие наследника. Марии уже 38, и у нее, к сожалению, нет сына. Где-то мы это уже слышали, не правда ли? Перебрав массу кандидатов, королева остановила свой выбор на одном. По иронии судьбы, им оказался сын ее бывшего жениха Карла V, молодой, красивый вдовец. Правда, младше Марии на 12 лет. Ну и что? Главное, что он католик. Филиппу, конечно, тоже прислали портрет невесты. С холста на него смотрела женщина немолодая, уставшая, но все же королева. А значит, вполне годная партия. Тем более после его первой жены, Марии Португальской, с которой они были так близки по крови, что их единственный сын родился, ну скажем так, не совсем удачным экспериментом природы. В 1554 году Филипп отправился в Англию. Мария ждала его с нетерпением. Она влюбилась в него задолго до встречи, влюбилась в портрет молодого наследника испанской короны. Он был красив, он был католик, и он был моложе ее на 12 лет. И вот встреча состоялась. Смущенная, как юная девушка Мария, и более сдержанный Филипп. Свадьба произошла 25 июля 1554 года. Церемония была пышной, но атмосфера была напряженной. Мария, одетая в роскошное платье, сияла от счастья. Но Филипп выглядел скорее как человек, исполняющий долг. Тем не менее, брак был заключен. И Мария искренне надеялась, что их союз принесет ей не только политическую стабильность, но и личное счастье. Но главное – наследника. Мария мечтала о сыне, который укрепит ее власть и станет символом возрождения католической Англии. Спустя несколько месяцев после свадьбы Мария почувствовала те самые симптомы, которые ее сердце наполнили радостью. Она беременна. Врачи, осмотрев королеву, подтвердили, внутри нее зарождается новая жизнь. Мария страдала от тошноты, у нее увеличился живот, и она, как и положено будущей матери, начала готовиться к рождению ребенка. Двор засуетился. Были назначены няни, подготовлены роскошные колыбели и даже составлен список имен для будущего принца, ну или принцессы. Филипп, хоть и был сдержан в своих эмоциях, тоже обрадовался беременности. Он даже отложил свои планы возвращения в Испанию, чтобы быть рядом с женой в этот важный момент. Однако время шло, а ребенок так и не появлялся на свет. Мария продолжала настаивать, что беременна, но ее окружение начало сомневаться. Живот королевы увеличивался, но не так, как это обычно происходит при беременности. Врачи, боясь гнева Марии, молчали, но шепотки при дворе становились все громче. К лету 1555 года стало ясно, что-то пошло не так. Мария, которая должна была родить в мае, все еще ждала. Современные историки предполагают, что у Марии была ложная беременность, псевдоцеаз, редкое психосоматическое состояние, при котором женщина испытывает все симптомы беременности.
но на самом деле не беременна. Это могло быть вызвано ее сильным желанием иметь ребенка, а также стрессом и давлением, которое она испытывала как королева. Когда стало очевидно, что ребенка не будет, Мария оказалась в унизительном положении. Она, которая так мечтала о наследнике, стала объектом насмешек и сплетен. Филипп разочарован. Он и так, никогда не питавший к ней особой привязанности, уезжает в Испанию и оставляет ее одну с этим кошмаром. Прошло еще 2 года, и в 1557 году, после недолгого пребывания Филиппа в Англии, история повторилась. У Марии опять появились все симптомы беременности, но, увы, это снова оказалось ложной надеждой. Личного счастья у Марии не получилось. На дворе 1558 год. В страну пришла эпидемия лихорадки, зловещая болезнь, которая не щадила ни бедных, ни коронованных. Осенью Мария слегла. Вскоре стало ясно, что королева медленно, но верно умирает. Филипп? Нет, он не приедет. Он занят похоронами своего отца, Карла V, который умер в сентябре 1558 года. Мария ненадолго переживет своего бывшего жениха, которому в детстве посылала вышитые платочки. Королева не станет 17 ноября 1558 года. Ей было 42. Перед смертью Мария успела утвердить завещание в пользу своей младшей сестры Елизаветы, той самой девочки, которую отец назвал ошибкой природы за то, что она не родилась сыном, за что ее мать Анна Болейн приняла смерть. Ах, если бы Генрих VIII смог хоть на секунду представить, что именно эта ошибка природы станет одной из самых незаурядных правителей, даст имя целой эпохе. Ее правление назовут «золотым веком», временем триумфа и славы, а земля, которую он залил кровью в погоне за наследником, расцветет под ее мудрой рукой. Может, он бы и не хотел никакого сына, имея такую дочь. Но все же вернемся к покойной королеве Марии. По подсчетам современных историков, за годы правления Марии I на костры было отправлено около 300 человек. Ее назвали Кровавой. В Англии ей не будет поставлено ни одного памятника. Нет, один, конечно, будет, но это коктейль, который мы и сегодня называем «Кровавая Мэри». Даже ее могила не принадлежит ей одной. На ней стоит памятник ее сестре, славной Елизавете, которая, к слову, покоится рядом. Но вернемся к цифрам. Итак, Кровавая Мария. 300 человек казнено. Точное число казненных при Елизавете I установить сложно, но историки сходятся на цифре около 900 человек. А вот отец 2 королев, Генрих VIII, по приблизительным подсчетам казнил около 72 тысяч человек. А Кровавой назовут Марию, королеву, чью дату смерти долгое время будут считать праздником. Так закончилась жизнь Марии Тюдор. Ее правление назовут самым мрачным, а ее – кровавой. Но все же где-то в этой истории прячется несчастная девочка, которую никто не любил. После смерти Марии останется вдовец, король Испании Филипп. У него не было жены, зато был безумный наследник. Но это уже совсем другая история.